Но если мы станем, то у нас нету денег на эвакуатор, у нас нету денег даже на бензин. Как мы ее продадим, если вот тут такой вот кусок торчит? Человек, который ее купил, увидит это видео. Знаете, что я вам хочу сказать? Именно так люди перекупами становятся. Они этого сами не хотели, нечаянно. Просто очень нужны деньги, если честно. Итак, парни, всем привет! И как обычно начинаются все мои выпуски. У меня ломается вот этот дырявый Мерс. Я его везу, в лучшем случае, сам в гараж. Мы начинаем его своими собственными вот этими золотыми кривыми руками чинить. Еще больше его доламываем. И все равно мы едем к специалисту, который восстанавливает мой дырявый Мерс хотя бы до состояния того, в котором он находился. То есть мы сами себе придумываем двойной геморрой, попадаем на деньги. Из этого происходит проект, мы его снимаем на YouTube, вам все нравится, всех все устраивает и в принципе все окей. Но сегодня немножечко не тот день. Мерседес сегодня работает, он в полной боевой готовности. И сегодня мы едем на приведение в чувство одной японочки. Для того, чтобы вы понимали, я вам скажу, что есть девочка, которая несколько лет тому назад забыла свою машину на парковке и в какой-то определенный момент вспомнила про нее, что у нее есть машина. Да, такое бывает у девчонок. Они просто забывают, что у них есть машина. И решила ее как бы привести в чувство и восстановить. Для того, чтобы потом, естественно, продать. Ну и, конечно, мне и моему напарнику дать небольшое денежное вознаграждение за приведение в чувство ее так любимой тачки. Так суть заключается в том, что у этой машины, за счет того, что она простояла довольно-таки долго и зиму, и лето, и весну, и непонятно сколько времени просто так, она вросла в землю, колодки у нее прикипели к дискам, и когда ее заводишь, а она заводится, я просто был удивлен, она заводится, ну конечно, это ж японец, и пытаешься на ней поехать, буксует сцепление, и машина никуда не едет, потому что колеса просто стоят на одном месте, колодки у нее просто прикипели. Ребята пытались все что угодно с ней делать, пытались ее толкнуть, пытались ее дернуть с буксира, и из одной такой попытки у нее вырвало бампер вместе с лонжероном, потому что она полностью в хлам дырявая и уже практически расщепляется на молекулы и, как говорится, возвращается в свое исходное природное состояние, в железную руду, ну, как вы понимаете. Поэтому я не знаю, что это за машина, я не знаю, какой она марки. Мне сказали, приезжай, посмотришь, сможешь что-то сделать или нет. Посмотрим. У нее нет аккумулятора. Ну, непонятно, как мы ее будем туда буксировать в гараж. И, как вы понимаете, у меня-то и выхода больше нету. Надо развивать проект. Денег на восстановление дырявого красавца у меня нету. Поэтому это какая-то возможность немножечко подзаработать. И не знаю, что с этого произойдет, не знаю, что с этого получится. Я думаю, что вам будет интересно. Я сейчас еду, я просто не понимаю, как вообще мы сможем это сделать, потому что у нас не то, что гараж не приспособлен к этому, у нас даже домкрат последний сломался, и мы даже машину поддомкратить не можем. Поэтому, ребят, посмотрим, что с этого будет. Крестите пальцы и поехали. Короче, мы сейчас находимся в Боровлянах, это 10 километров от Минска. Неси камеру, посмотри, вот видите, вот это колесо. А теперь посмотрите на заднее колесо. Это просто дичь. Посмотрите, ну вот насколько нужно было довести машину, чтобы машина превратилась вот в такое. Сколько она стояла? 2 года. На 2 года стояла. Вот. Видите, как хороший кузовной ремонт проявляется? Короче, машина огонь. Это специально по заводу система такая. Ну, опция дополнительная. Блядь. А он открывается вообще? Как у тебя? Открывай. Я просто отвык от таких машин, честно. А что, он не держится на газовых стойках? Что тут надо, дырку всовывать?
Короче, как я вам уже рассказывал, для того, чтобы машину сдвинуть с места, ее прикрюковали сюда и дернули с такой силой, что подрамник, лонжерон оторвался, короче. Внизу вот радиатор висит реально на вот этих патрубках. Бля, посмотрите. Так а как мы ее продадим? Как мы ее продадим, если вот тут такой вот кусок торчит? Человек, который ее купил, увидит это видео. Ну, пацан, извини. Не получилось, не фартануло. Снять аккумулятор с моего Мерса, да, и поставить сюда, получается. И попытаться на ней доехать. Чувак, ну если мы станем, то у нас нету денег на эвакуатор, у нас нету денег даже на бензин. Понимаешь? Что мы будем делать? Мы ее будем толкать до гаража вручную. Это нормально, доедет. Ну, в общем, тут была куча воды. Тут прямо вот по щиколотку. И видите, сделана дырка отверткой для того, чтобы она спустилась и хотя бы как-то это все высохло. Просто дичь. Это колесо, короче, оно полностью было в воде. Ну я просто удивлен. Тут практически ничего не заржавело. Это состояние новой машины для Мерседеса, правильно? Давай сейчас положим домкрат и набор инструментов. Да, ребят, вы посмотрите, сколько шпаклевки. Ну, я думаю, что самое время ее отдирать, для того, чтобы владелец видел, да, реальное состояние. Блять, ну, какой-то мох. Ну, ты думаешь, что ты баллончиком решишь этот вопрос, да? При том, что у тебя нету баллончика в краску, ты просто черным, да, зафигачишь? Синим, как у тебя. Синим, как у меня. Стоите вы, короче, что-то чините, и нечаянно ключ уронили. Бац! А он уже внизу. Второй ключ уронили, такой, опа! А потом бац, и аккуму уронили. Мерседес раздает свои запчасти для того, чтобы жила харизмочка. А вот это сделано для того, чтобы масса вместе с плюсом не соприкасалась, эта машина не сгорела. Два года. Итак, вот моя любимая коробочка. У меня же было Mitsubishi Galant. Ну что? Мы ее реально не заводили? Как часы. Вы посмотрите, насколько эластично работает мотор. И насколько тихо. Так, гидрач есть. Антиприз, я еще воды взял. Смотрите, пока наш ремонт ограничился ремонтом лонжерона стяжками, огонь можно продавать, как Саша сказал. О, шагрень родная. Это по заводу. Ну, знаешь, вот я просто удивлен. Смотри, люк, есть люк. Гидроусилитель есть. Нету тормозов. Люк электрический. Это просто дичь. Вот человек тормозит в пол. Тормозит в пол, а чек загорается, ты не особо рефлексируешь по этому поводу. У тебя в машине, ты знаешь, у тебя в машине чек загорается. Это педаль в пол, да? Я понял. Если что, я просто буду выпрыгивать. В общем, такое чувство. Чувак, не разгоняйся, блядь, ты ж не... Тормози ручником, блядь, ручником тормози. Он вообще не тормозит. В машине нет техосмотра. Зато есть гидроусилитель и люк. Знаете, что я вам хочу сказать? Именно так люди перекупами становятся. Они этого сами не хотели, нечаянно. Просто вот, просто очень нужны деньги, если честно. Не факт, что нам их дадут, не надо. Да, не факт, что нам дадут. Мы на самом деле девочки этой помогаем просто альтруически сами. У нас нет денег даже самим заправиться просто на наших. Вот мы владельцы Мерседесов, настоящие владельцы. О-о-о! Проскакивает сцепление, дядя. Все как у меня. Супер. Ну, ребята, я вам что хочу сказать. Ехать очень приятно. Правда, да, даже руль не бьет. Пятый тоже.
пятый тоже нет. Меня как пассажира это не волнует. Можешь ехать постоянно на третий. Самое главное, следи за тем, чтобы тачка не перегрелась. Потому что, у меня еще есть в багажнике питьевая вода, что сможем залить. Я уже, Зеркало тут. я уже просто научен этим. Дядя, а ты видишь вообще что-нибудь? Что должно быть зеркало. Супер, смотрите, стеклоподъемник, все работает, задние двери не открываются. Это хорошо от злоумышленников, не смогут похитить все ценное в машине. Музыка какая-то прикольная. Музыка есть, да, действительно, какой-то крутой бумбокс тут стоит. Супер. Почему-то задом наперед написано Sony. На самом деле, я вот честно себе хочу сказать, у меня было немножко другое. Ты мне ее по телефону расписал более в таких темных красках, если честно. А тут машина, которая едет. Ну ничего, что с моим техосмотром едет. Это ничего страшного. Самое главное, смотри. Конфетки. Дядя, как ты думаешь, за сколько эту тачку можно вообще запилить? Я думаю, за 1500 отдать. За 1500? И человек приедет и не заметит даже то, что у него лонжерон оторвался? Мы скажем, что это так по заводе. Мы его сделаем стяжками пластмассовыми. Мы же... Сцепление проскакивает. Да, проскакивает сцепление, не едет. Блядь, ты тормозишь, у тебя машину полностью подклинивает, колеса, диски кривые, чек горит. Несмотря на это, тачка едет. Это просто шикарно. Я возвратился, не знаю, на лет 12 назад, когда мне было 18, и мы брали дядины, батьковые машины и ездили по девчонкам просто без прав, без ничего. Это были такие времена золотые, чувак, серьезно. И вот этот чек, мы даже не знали, что такое. Мы думали, что это все по заводу. Это вот самое главное, что когда ты нажимаешь на газ, у тебя чек гаснет, а когда ты на нейтралке, чек загорается. Это говорит о том, о давлении масла или еще на чем-то. Какая разница, брат? Мы едем 70 км в час на машине, которую мы не знаем, которая 2 года стояла, у нее нет тормозов. И это действительно круто, это действительно классно. А у нас есть бензин? Блять, посмотрите, нету бензина, стрелка на нуле. И человек оптимистичным видом едет 25 км в час. Смотри, что-то стучит. А тут вообще колесо закручено. Вы это слышите? Блять. Да, у тебя колесо не закручено, как ты ехал. Да ты что, гонишь, блядь, Саня? Ты мог реально убить. Бля, пиздец. Мощь, сила!